Всем здравствуйте, меня зовут Анна. Рада вас приветствовать на моем канале «Путь к себе». Сегодня будет расклад про март, но если вдруг вы увидели его в какой-то другой месяц, вы можете его переложить на свой следующий месяц. Поэтому давайте, наверное, назовем его так, что будет, какие энергии в вашем следующем месяце. Те, кто со мной давно на канале, знают, что я такие видео не делаю. У меня было парочку на месяц. Есть видео большое на 2024 год. Там 3 варианта, помесячно. Про каждый месяц, если вам интересно, можете посмотреть. Мне обратную связь уже давали, что сбывается по месяцам, да, это очень хорошая такая подсказка, где положить себе соломки, что будет происходить, и ты понимаешь, что вот оно так и происходит, да, что можно немножко выдохнуть, да, если там есть какие-то ситуации, что ты что-то делаешь, оно не получается, и ты в прогноз залазишь, как это правильно сказать, и понимаешь, что вот оно, в принципе, да, так и есть. Это не значит, что не нужно пытаться, но, возможно, есть смысл посмотреть как-то с другой стороны. А здесь я сначала хотела сделать диагностику чакр, мы ее давно не делали. Есть видео на канале, это осенью еще было, полгода назад. Но вот попросилась тема посмотреть следующий месяц. Видимо, нужно будет для чего-то, кому-то что-то нужно подсветить. И будет 3 варианта. Мы с вами посмотрим общую картину месяца, какие энергии. Посмотрим, что в отношениях, что в деньгах и, возможно, какие-то кармические моменты. Так. Давайте сейчас будем раскладывать на 3 варианта. Общие моменты месяца. Первый вариант. Общие моменты месяца. Второй вариант. Общие моменты месяца. Третий вариант. Здесь еще одну хочется. Так, дальше. По отношениям. Первый вариант про отношения. Про отношения. Второй вариант. Они прям сразу сами выкладываются. Про отношения. Третий вариант. Про деньги в следующем месяце. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Почему-то по одной. Ну, если что, доложим. Колоды от нас не убегут. Какие-то кармические, возможно, моменты для первого варианта, для второго варианта и для третьего варианта. Нажимайте на паузу, выбирайте, если не знаете, как отзывается, точнее, глаза разбегаются, кладете ручку на грудную точку и прям вот просите показать вам тот вариант, где будет для вас больше всего информации. Если несколько вариантов отзывается, то посмотрите оба. Так, подсказку, наверное, мы потом посмотрим уже после всего. В общем, мы с вами начинаем первый вариант, второй, третий. Пока я откладываю третий вариант и второй вариант. Мы начинаем с первого.
Общие энергии месяца. Там, кстати, в розовой колоде про отношения тоже жезлы мелькали. То есть месяц будет довольно продуктивный. У вас он может начаться с какой-то победы, будет очень много энергии, очень много всяких задач интересных, вы будете прям гореть, но к концу месяца можете немножко выдохнуться. Да, может быть какая-то, знаете, суета, будете энергию свою расплескивать, потому что ее очень много. И знаете, когда, например, такая аналогия, очень много денег, и ты их просто не считаешь туда-сюда, туда-туда, а потом к концу месяца вроде как и не хватило, да, до конца месяца какой-то суммы. Вот здесь то же самое, то есть вы будете на подъеме в начале месяца, в середине месяца какой-то будет пик, а в конце месяца вы немножко можете слечь в том плане, что не хватило до конца месяца, нужно будет отдохнуть, сменить обстановку и полежать. Ну, соответственно, чтобы такого не было, старайтесь энергию свою не расплескивать, дозировать, то есть успевайте отдыхать не потом когда-нибудь, да, вот тут, кто любит трудоголизмом заниматься, любит и практикует, скажем так, вот, то не забывайте отдыхать, ищите баланс, то есть у вас прям должно быть все четко. Поработала, отдохнули, поработали, отдохнули. Еще что-то. Да, у вас будет за счет того, что будет очень много событий, и они будут вас зажигать, они будут давать вам энергию, положительные эмоции. В общем, в принципе, вам следующий месяц ваш, он сулит что-то интересное, приятное. Но вот здесь такая тема, да, что поумерьте немножко свой пыл и поберегите энергию, точнее, расходуйте ее с умом. Так, что у нас по отношениям в следующем месяце? Угу. Интересно. Сейчас я еще одну, наверное, доложу. Здесь знаете, как идет, что вам как-то очень хочется, чтобы на вас обращали внимание, но это будет как, знаете, как больше как фантазия. У вас то ли времени на это не будет хватать, то ли это в действительности не так, но вы будете что-то делать для того, чтобы привлекать внимание к себе. Именно как к мужчине или как к женщине. В том числе вы можете, кстати, пользоваться этим на работе довольно успешно, особенно если начнете это делать. Так. Ну, здесь как-то вы больше свою энергию, вот эту любви и сексуальности, как-то будете больше на работе использовать. Возможно, где-то будете манипулировать в отношениях, пытаться контролировать. Ну, здесь такого чего-то какого-то серьезного я не вижу. Могут быть какие-то мелкие ссоры, потому что у вас будет слишком много энергии. Ну, вот то, что мы как раз говорили. То есть, если вы в отношениях, вас может куда-то тянуть, бежать,
что-то делать, а вашему партнеру не очень захочется, и на этом поприще можете не добирать как раз-таки внимание, которое будет добирать на работе, и могут быть какие-то мелкие ссоры и конфликты, недопонимания. Вы можете это все в юмор переводить, да, то есть здесь нужно как-то не то чтобы по-хитрому, а вот, ну, скажем так, включать дурачка. Не обижаться друг на друга, в принципе, находить какие-то точки соприкосновения, да. То есть начало про отношения — это больше, наверное, про одиночек, а для тех, у кого есть пара, это вот вторая часть у нас с вами. То есть отношения немножко будут притормаживаться в следующем месяце. Ну, то есть ни туда, ни сюда. То есть если вы ждете какого-то скачка развития, его не будет. Все как было, так оно и будет в целом. Так, давайте посмотрим по деньгам. Ух ты, ну, оно, в принципе, естественно. Здесь в денежной сфере вы в следующем месяце император. То есть куда уж круче. Хочу, могу, делаю. В данном случае, конечно, обычно это про мага говорят, но здесь я тоже могу сказать, что по энергиям я все контролирую, я то, что хочу, я делаю, довожу до конца. У меня все под контролем. И в финансах у вас здесь будет вполне такая интересная, удовлетворительная пора. Еще что-то. Да, вам будет нравиться, чем вы зарабатываете, что вы делаете, это вас будет наполнять, но в принципе мы вначале про это и говорили, карты здесь подтверждают, да, не перетрудитесь. Возможно, есть какие-то немножко страхи, блоки, которые вам будут мешать сделать больше, чем вы делаете. Немножко побороться со своими страхами, да, придется. Но вы их как поборете, победите. Да, вы, в принципе, будете двигаться туда, куда вам нужно, и даже, возможно, что-то новенькое попробуете, или у вас какие-то идеи новые появятся. Здесь, в принципе, вы бурлите энергией, идеями и фантазией. Вот. Давайте посмотрим, есть ли какие-то кармические затыки в следующем месяце. Ну, здесь нужно будет обратить момент как бы внутрь себя, да, то есть не забывать и про свой внутренний мир, но каких-то прям кармических затыков я здесь не вижу в данном случае. Если вы проходите какие-то уроки, вы будете продолжать, да, то есть у вас здесь сфера работы в следующем месяце будет бурлить, а все остальное, оно как-то будет по-тихому, да, то есть как было, так и есть, да. Здесь вот единственное, что немножко про себя тоже не забывать, какие-то свои внутренние моменты тоже отслеживать, чтобы потом у нас как раз не случился коллапс в конце месяца от нехватки энергии. Возможно, что-то вы пересмотрите, как вы получаете энергию, что вам нравится, что действительно не нравится. То есть здесь нет, в принципе, ничего такого страшного, назовем так, нету. Будете подмечать, где вам нравится, где вам не нравится. Вы, в принципе, это уже умеете делать. Просто будете делать выводы, скажем так, что вот здесь меня наполняет, здесь не наполняет. То есть вы свою задачу вполне проходите. Тут добавить нечего.
Что ж, я вас благодарю за просмотр. Заходите в канал Telegram, там тоже очень много чего интересного есть. Аудиоподкасты я пока что там только публикую. Буду рада вашей обратной связи. И до новых встреч. А мы переходим ко второму варианту общей энергии Ухты. Месяц, императрица. Здесь у вас будет очень классное эмоциональное наполнение. Здесь может быть, здесь могут появиться идеи то, как получить желаемое, причем с меньшими усилиями. Ну, знаете, как императрица, у нее все сбывается а-ля само собой. Она просто знает, как это протянуть в свою жизнь. Здесь будут очень такие уверенные энергии, спокойная такая тихая уверенность в себе, очень плотная энергетика в хорошем смысле, манкая такая. Что у нас здесь опять четверка мечей мелькает. Это кто-то из первого варианта во второй перешли? Что еще здесь? Здесь, знаете, как ваши все желания будут удовлетворяться, мечты сбываться. Да. Что бы вы ни выбрали, вы получите. Как в хорошем, кстати, так и в плохом смысле. Да. Здесь вы вполне наполнены энергией, чтобы сбывать свои мечты. Поэтому, опять-таки, будьте, как говорится, бойтесь своих желаний, они сбываются. Ну, в том плане, что они как и плохие, так и хорошие сбываются. Поэтому следите то, о чем вы думаете, потому что в следующем месяце ваша мысль будет сильной. Поэтому, пожалуйста, баланс плохого и хорошего, да, в своих мыслях тоже наладьте, чтобы у вас хорошего все-таки было больше. Белая карта — это о том, что у вас могут быть какие-то решения, которые вы еще либо не знаете, либо не приняли, но их нужно будет принимать в следующем месяце. Что-то поменять нужно будет. Ага. Ну, по императрице, естественно, вам императрица, она не хочет, как говорится, в поле работать, да, когда тяжело, и делать все сама. У нее все складывается как бы само собой. Вы, возможно, в начале месяца будете, либо сейчас думаете о том, что вот как сделать бы так, как делают другие, чтобы достигать успеха, так скажем, ну, чужими руками, назовем это так. И вам это немножко непонятно, что в следующем месяце поймете, а в следующем месяце поймете и начнете практиковать, и у вас это получится. У вас это получится отлично. Так, что в отношениях? Сейчас доложим немножко. Здесь, знаете, как-то по ощущению такая энергия то густо, то пусто. То вы совсем одна и никого нет, то все понабежали, всем от вас нужно. И вы такими пытаетесь жонглировать и как бы устаканить все поползновения. Ну, либо если у вас есть партнер, да, то он то будет к вам холоден, то будет очень сильно искать вашего внимания. В любом случае без внимания вы не
останетесь, если вы одиноки. Но здесь как-то больше вы этого внимания ищете. Ну как, не с лупой ходите, но в целом вы как-то его ожидаете, уходите в те места, где вы можете это внимание получить. Вот. Конечно, вы сами не вешаетесь на других людей, можете там поулыбаться, знакомиться первые не пойдете, но вот пойдете туда, где вы можете притянуть то, что вы хотите. Возможно, будут, если вы одиночка, какие-то жезловые товарищи, которым по легкости и по страсти. Вам, конечно, это будет не нравиться, могут вами пытаться манипулировать и немножко лошичку вешать. Если вы мужчина, вам тоже могут вешать, и вы как-то немножко можете это все пресекать, но при этом пользу для себя вы тоже возьмете. То есть комплиментами, вниманием, самооценка ваша в любом случае подрастет. Так что вы будете понимать, что вы делаете, что вы получаете и что от вас хотят. Все эти манипуляции вы будете видеть. Если вы обычно не видите эти манипуляции, то это вам предупреждение, что вам могут немножко подвешивать спагетти на уши. По деньгам. Денег полная чаша. Здесь все хорошо по деньгам, причем из разных источников, как от работы, так от мужчин, возможно, подарки какие-то, ну, если вы мужчина, да, могут быть новые какие-то контракты, здесь как-то деньги будут вполне легко и гармонично приходить. Да, из разных источников. Здесь однозначно есть разные источники у человека. Причем они продуманные такие, и это не новые, это уже устаканенная такая система. Вы, возможно, захотите какие-то новые источники подключить, пока еще не знаете, как это сделать, но узнаете. В этом месяце вам как раз могут подсветить какие-то новые возможности, варианты, чтобы расширить ваш денежный поток. Кстати, отливки хорошо помогают расширить и получить новые возможности. У меня есть готовая отливка на денежный канал. Напишите мне в WhatsApp, я вам все условия расскажу. Так, давайте посмотрим, есть какие-то кармические моменты. Угу. А здесь, если вы залипнете на партнера, особенно это касается одиночек, хотя нет, почему не только одиночек, то вы можете слить свою энергию очень так неплохо, что может привести вас к разбитому сердцу. То есть подзалипнуть и всю свою хорошую энергию слить. Потому что когда мечты сбываются? Когда у нас есть энергия. Да, и будете сидеть, грустить, поэтому вам как предупреждение не залипайте. Если вы как раз-таки в состоянии ожидания от кого-то, ответов, звонков, вот сделайте максимально так, чтобы никого ничего не ждать и не ожидать. Да, ведите себя как императрица, как самодостаточная женщина, которая никого ничего не просит. Но если вы мужчина, то здесь вы как император. Да? Не стойте с протянутой рукой, полюбите меня, пожалуйста. Нет, значит, не ты, так кто-то другой, какая-то другая. То есть, если вы знаете за собой вот эти залипоны, то будьте с этим аккуратны. У вас как раз может быть какая-то проверочка небольшая на то, насколько вы урок по залипаниям прошли. Действительно ли вы вышли в императрицу. Да, все будет по справедливости. Проверят. Если
не залипнете, то уже пойдут какие-то обновления. А если залипнете, ну, все по новой. Все по новой. Ну, обычная тема. Когда уроки проходим, тогда нас проверяют, насколько мы поумнели. То есть, если также суем, как правильно сказать, также втыкаем в розетку 2 пальца после того, как уже это сделали и получили, да, шок какой-то, то, значит, не до конца прошли. Будут учить дальше. Я вас благодарю. Все контакты под видео. Буду очень рада вашим комментариям, обратной связи. Заходите также в телеграм-канал, там есть интересные аудиоподкасты. Тоже своя информация, которой нет на канале. А мы с вами переходим к третьему варианту. У вас энергии месяца. Ух ты, мне нравится, что в принципе все 3 варианта очень довольно-таки хорошие по энергии. Здесь вы хотите чего-то нового, то есть вы прям, ну так как когда это видео выйдет, будет март, да, в принципе оно на ваш любой другой месяц тоже подойдет, но вот конкретно кто будет сейчас смотреть дату выхода, то здесь, конечно, энергии прям соответствуют весне. Вы хотите чего-то нового, каких-то новых эмоций, то есть прям проснуться хочется от спячки, как говорится, напитать почву свежей водой, свежей талой водой и получить вот какие-то новые, сделать новые шаги в каких-то сферах, возможно, и во всех, кстати. В каких сферах вы сейчас хотите получить новые возможности, либо начать что-то новое. Ух ты! Это понятно. То, что вы уже давно хотели сделать, но у вас не хватало на это ресурсов, времени, денег, энергии, либо все вместе. Сейчас у вас прям, да, будет такой какой-то позыв, что вы что-то давно-давно хотели, и вот прям вам захочется это делать. Возможно, вы со страхами какими-то своими поработали, вы прям выстроите какую-то систему. Мне хочется вот, кто-то займется похудением, я прям вижу. Так, сколько килограммов мне скинуть, куда пойти, какие упражнения. Ну, классно. Возьмете в свои руки эту сферу и прям вот себе, да, прям будете смотреть, читать, получать новые знания, как вам добиться этой цели. Здесь вы прям хотите какой-то новый скачок в какой-то сфере сделать. У каждого здесь разное, конкретно сферу не показывают. Как минимум вы будете искать единомышленников, они вам тоже будут помогать, мотивировать, давать вам энергию, подпитку, поддержку. Вам будет хотеться получать все больше и больше результатов, когда вы начнете делать. С какими-то вот, кстати, старенькими людьми из окружения вам придется попрощаться. Те, кто у вас прям подкушивал энергию, подъедал энергию. И вы как раз-таки, когда с этими людьми пообщаетесь, у вас восстановится сила, и как раз-таки вот новый шанс вам, новые возможности будут даны. Отлично. Обращайте внимание на тех, после кого вам как-то не очень хочется действовать. Про отношения.
Здесь я не скажу, что вам прям особо хочется. Возможно, вы как-то будете знакомиться. Это будет в каком-то таком лайтовом режиме. Ну да, тогда, нет, так нет. Не вижу какой-то прям остроты. Если у вас есть уже пара, то здесь, в принципе, тоже все стабильно. Вам будет нравиться то, как оно есть. Вы не будете больших усилий прям прилагать в сферу отношений. Как интересно. 2 туза. Это о чем? Вам причем могут что-то предлагать, если у вас есть постоянный партнер, он вам может или она что-то предлагать, ну, там, попробовать что-то новое, либо съездить куда-то в новое место. Ну, как-то вы не особо. У вас эта сфера жизни будет на, ну, так скажем, не то чтобы на паузе, да, она будет идти так, как она идет. Никаких особых изменений вы не будете принимать. Возможно, как-то так даже будете подзакрываться от них, отказываться. Вроде мне как бы и так хорошо. Да. Есть, нет. Познакомились, не познакомились, ну, тоже хорошо. То есть здесь, в принципе, все такое стабильненько. Так. Деньги. Ух ты, опять. Королева кубков. Ой. Доложим сюда. Доложим. У меня сегодня какой-то лингвистический экскурс. Я все время задумываюсь о том, правильно ли слова употребляю. Кто там, товарищи лингвисты? А деньги вас, в принципе, будут устраивать, да, 9 пентаклей у нас это практически 10. Если еще учесть, что королева кубков, вас вполне будет устраивать то, что есть. У вас уже наработано, доходы наработаны, каналы наработаны. Приход денег будет. Ну, я бы сказала, что он будет более-менее как обычно, да? Как и всегда. Возможно, где-то вы сможете взять какую-то подработку, но не вижу каких-то больших заработков. Так, знаете, там на кофе подработать. Либо вас просто угостят чем-то, да, вы кому-то услугу какую-то сделаете, и, ну, пойдем я тебя угощу, или вот как бы прими подарок какой-то. Прям больших денег, как каких-то новых, не вижу. Будут какие-то идейки, но это скорее будет уже на следующие какие-то месяцы. Что-то будете обдумывать, какие-то обновления, какие-то добавления, возможно, в вашу работу. Но по самому заработку будет стабильно. Да, можете что-то... Здесь у вас больше идет не на заработок, а на как-то на хорошее самочувствие, чтобы вам ну, не то чтобы не перенапрягаться. Что ж такое-то сегодня? То есть здесь как бы баланс, да, что вот и поработать, и отдохнуть нужно обязательно. Так, какие-то кармические моменты. Так, это я добавлю. Здесь интересная информация идет о том, что вы
Какие кармические моменты? Я вот все максимально хочу лайтово провести этот месяц. Не надо никаких ни отношений, ни кармических моментов, ни проработок, ни отработок, ни подработок. Смешные, конечно. Даже если вам... Все, поняла. Даже если вам будут приходить какие-то уроки, вы от них будете отмахиваться. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. Я подумаю об этом завтра. Что-то типа такого. Здесь могут быть какие-то некоторые на вас нападки, пересуды, вот что-то за спиной могут у вас сделать. Вы максимально от этого будете закрываться, закрывать на это глаза. У вас, в принципе, энергетика будет хорошая. Все, что вам посылают по энергетике в лицо и в спину, оно просто будет сжигаться. Ну, да, доходить до вас не будет особо. Вы даже, может, знаете, кто это делает, кто там говорит и сплетничает. Ну, вам как-то до этого не особо есть дело, скажем так. На самом деле есть некоторые моменты, которые вас сковывают от того, чтобы подняться на ступеньку выше, но вам сейчас это не интересно. То есть каких-то таких громадных уроков, что вот Вселенная бьет ключом по голове, нет, не будет. Есть какой-то такой вялотекущий, длится, ну вы здесь вольны, так скажем, немножко его отставить и заняться тем, что вы хотите. В принципе, вы уже что-то наработали. Здесь какой-то был урок по самооценке, окружению. Возможно, кому доверять, как доверять, кому доверять, кому не доверять. Как разбираться в людях. Да, вы уже этот урок прошли, и это, знаете, какие-то такие остаточные моменты, которые вы так лайтово к ним относитесь. Да. Вы порой это все видите, но делаете вид, что вы не видите. Как-то вот так. Что меня радует по всем 3 позициям. У нас следующий месяц без огромной кармы какой-то. Я вас благодарю за просмотр. Все контакты под видео. Я вас благодарю за ваши комментарии. Буду рада вашей обратной связи. Если вы поделитесь этим видео с вашими родными, близкими, возможно, в соцсетях поделитесь. Это очень поможет развитию моего канала. И я смогу по вашей обратной связи также что-то интересненькое для вас снимать. Что ж, до новых встреч. Пока-пока. Хорошего всем месяца.